Здравствуйте, друзья! С вами Мафиркраб. Я сначала хотел сделать видос по одному текущему событию, что произошло в комьюнити Olden Era, но я подумал и решил сделать более объемный видос. Я хочу рассказать и описать не просто свои ощущения, а то, как это чувствует практически все комьюнити Might and Magic, и в частности, Hero сообщества, а также показать все грани некомпетентности людей, которые решили нас вернуть в якобы старую эру. Сразу уточню, я не отличаюсь тем, что я киберкотлета и все в таком духе. Я бы не мог себя назвать лороведом вселенной меча и магии, и я бы скорее как среднестатистический игрок мог бы описать все, что происходит, если бы не одно но. У меня есть много друзей и знакомых, кто также находится на довольно почетных местах в комьюнити, и также, как ни странно, могу похвастаться, хотя скорее хвастаться не стоит, зная его подноготную нынешнего лор-мастера в Unfrozen Александра Ксел Федоркова, которого знаю лично с 2018 года примерно, а также некоторых других людей, которые работают над игрой в данный момент. Начну с того, что дам вам контекст. Когда-то давно, в начале нулевых годов, после развала 3DO и, соответственно, New World Computing, IP Might and Magic ушел с аукционных торгов уже на тот момент популярной и уважаемой тогда команде Ubisoft. Они долго не думали и, не став брать наработки пятерки от New World Computing, начали разработку игры 3 в своей вселенной, отделив ее от вселенной New World Computing. Также Ubisoft заявляли, что оставят фанатов старых игр и не будут трогать наследие, разве что как в GTA 3D и HD вселенных будут похожие персонажи, но они не будут являться таковыми, как в старых вселенных. Об этом упоминал и Эрван Либертон, креативный директор серии. Но в итоге Ubisoft начали заигрывать с олдовыми фанатами. Сначала были компании Tales of Axios для семерки, затем мобильная игра Arrow of House, которая буквально была пересказом на новый лад возрождения Рафи. Также, судя по словам Либретона, была отмененная ММО Kingdoms of Might and Magic. Мир бы назывался Axios, но он бы заимствовал элементы из многих других сеттингов Might and Magic и смешивал все в кучу, слабо соотносясь с лором, в основном заимствовал только лишь название. Впрочем, тот же Лебретон в интервью к Acid Cave справедливости ради заметил в своем интервью, что, цитирую, «У нас было много крутых вещей, чтобы рассказать об истории Ашана. Оглядываясь назад, постановка Dark Messiah очень поздно на временной шкале нашего мира была ошибкой. Если бы я делал это снова, то первые изданные игры были бы в начале временной шкалы, чтобы можно было развивать и дальше вселенную, вместо того, чтобы идти назад, исследуя прошлое. Отсюда я вижу стремление Ubisoft позаигрывать с старыми фанатами серии, чтобы навариться на их ностальгии, и потому что, увы, они уничтожили весь изначальный потенциал своего лора, а некоторые из фанатов, такие как Сел, попались в эту ловушку. Сел вообще отдельная интересная личность, о которой стоит поговорить нам отдельно для понимания того, куда он может привести вселенную. Он может и великий лор-мастер всея ру комьюнити, но я бы не стал доверять ему эту работу по одной простой причине. Когда человек пришел на подкаст и на голубом глазу заявляет, что Ubisoft не стоило плодить сущности и разделять старый лор от ашановского лора, и рад был, что в Might and Magic 10 был дан персонаж, который якобы путешествует по разным мирам и намекает на связь вселенных, а затем сам же для Olden Era делает из ангелов двух разных сущностей, где одни являются вознесенными жрецами, а вторые киборги древних, как мне кажется, доверять писать про старый лор ему не стоит. Да и на удивление, Сил единственный персонаж, который хоть как-то ассоциировался с Хота Крю и побежал облизываться вокруг незамерзайки. Я же лично отношусь к такому... Мне обе версии по-своему нравятся. По-своему мне нравится, что Асхан — это просто какой-то отдельный фэнтезийный мир, как вот, допустим, Legendary в Disciples. А с другой, мне нравится, если он будет вплетен в единую семью миров меча и магии, пусть даже и опосредованно. Потому что, это все-таки определенное, как я уже говорил, мое огорчение от Ubisoft, что это определенная историческая справедливость. Что изначально ничего не мешало сделать Асхан той же планетой в старой вселенной, но как бы более изолированной.
И по сути, если мы принимаем на веру, принимаем на канон э, то, что все то, что я сейчас рассказал про Меч Магии 10, по сути так и получается, что это такой укромный уголок. Поговорим немного о Денисе, более известном как Громос. Он всегда на видосах и интервью с ним говорит, что он большой фанат Might and Magic и даже обставил себе стенку с закосом под «Смотри, какой я фанат!». Только проблема заключается в том, что мало того, что нужно сказать «я фанат» с биением себя в грудь, нужно доказать это на деле. Как, например, он сам признавал, что хотел сделать Минотавров с закосом под Heroes 2, но Ubisoft запретили это делать, сказав, что люди не поймут пасхалки. Но при этом факте он все равно продолжает говорить о том, что Ubisoft не имеет ни малейшего влияния на их творческие взгляды. Но тогда вопрос, а почему же для такой мелочи в модельках вы идете согласовывать все с Ubisoft, если у вас такая большая творческая свобода? И самое глупое, что можно было бы сказать по данному вопросу, что это все находится под NDA, и, может быть, расскажем вам, чего пока не было сделано ни разу. По поводу данжа, Громос говорит, что они хотели сделать максимальный реверанс поклонникам тройки, но при этом сделали максимальный реверанс поклонникам шестых героев, тупо из ростера убрав безликих. Хотя они могли сделать и Ниган спокойно из тройки, и это было бы даже лор-френдли. А если бы им хотелось что-то добавить, то могли бы добавить данжу темных дварфов, а темных эльфов сделать отдельным замком. Это было бы куда лучший вариант, и могли бы взять за основу Варлока из двойки, которую так любит Денис, оставив кентавров с горгульями, добавив 2 юнита эльфов, которые они явно хотели копировать с Ашана, что, впрочем, они и сделали, используя инфильтраторов и блейденсеров. Инфильтраторы до сих пор серокожи, в отличие от того, что их прогнули по поводу блейденсеров. И также нужно было бы еще придумать 3 существ, которые могли бы вписаться в воздушно-быстрый концепт торгашей темных эльфов Джадама. Как, например, тех же Мантикор, которые выперли из данжа Олден Эра. Смешнее становится тогда, когда наблюдаешь в юбисофтовской эре хаоса в данже темных эльфов, которые были окрашены в серую кожу, и безликих из шестерки, что само по себе вызывает вопросы. Хотя в эре хаоса эльфы именованы как злые волшебницы, что сбивает фокус внимания на такое же существо в четвертых героях, но выглядящее уже по-другому, и эльфом не являющимся. Кстати, я до сих пор не видел ни одного ответа на мои вопросы, как, например, почему нет 2 гексовых юнитов. Они могли бы вполне хорошо работать, так как у них механика боя буквально то, что я всегда описывал в Heroes of Might and Magic 3, но в 3D. Камеру в бою, как это было в пятерке, повернуть нельзя. Так что, в принципе, никаких проблем в этом смысле я не вижу. Существа также смотрят в сторону противника, особо не поворачиваясь. Так что вопрос все еще в силе, как мне кажется. Уменьшение батлграунда и отсутствие 2 гексовых существ, что якобы увеличивает скорость сражений, я не верю. Можно было бы и оставить и размерность, и то, как выглядит и играются батлграунды, а также ускорить боевку иными способами. Но, увы, работать над этим, видимо, в команде было лень 4 года разработки. Я до сих пор так и не понял, почему был выбран стиль Ubisoft Warhammer Fantasy Battles дома, сопряженный с вопросом, почему нельзя было сделать модельки с реалистичными текстурами, но лоу-поли по количеству треугольников, как, например, в Kozak Stream. Я понимаю, что стиль стиль, но когда ты оправдываешь, приводя в Дискорде вот этот видос с созданным на коленке билдом, с использованием не оптимизированных ассетов, а просто proof of concept, то это тоже наводит на вопрос, а чем занималась 4 года команда. Потому что я до сих пор не понимаю и не видел ответа на свой вопрос, что же такого в вашей графике, что вы не использовали различные методы оптимизации для своей игры. Например, рендерить обязательно только то, что видит игрок, не вызывая дроу-колы на остальные объекты, снизив нагрузку на ГПУ и тому подобные мелочи. Потому что это азы для оптимизации, в которые Unfrozen умеют. Например, используя базу данных для объектов, при наведении на объект вызывается команда LOC двоеточие и название объекта в базе данных, из которых подгружается и название объектов на разных языках, и описание того, что объект дает, а также отдельное художественное описание.
Недавно закончился закрытый тест арена модов, в котором, увы, я не участвовал официально, но смог подыграть после слива билда, который, как я думал изначально из закрытого теста, но оказалось этот билд куда более актуален для Olden Era, о котором я расскажу чуть позже, и фидбэк, который получила команда, насколько мне известно, был крайне негативный. А также, судя по комментариям в телеграм-каналах самих уже бывших амбассадоров Orange, замерзайку ждут дичайший кранчи в самое ближайшее время. Также была информация о том, что официальная информация по поводу ухода Альфины из команды Незамерзайки была, цитирую, «пиздеж чистой воды», что уже я слышал от других инсайдеров внутри команды. Конечно же, в Дискорде Хельга вовсю играет хорошую мину при плохой игре, но де-факто ничего не получится утаить. Как, например, она пытается это сделать. А что по поводу? Больше официально не сотрудничаем. Все, никакой драмы. Митя Лапушка. Неприятно было с ним работать, но у нас есть кое-какие приятные штуки, о которых мы позже расскажем, под которые немного меняется маркетинговая стратегия. Пункт 1. Никто не продастся китайцам. Пункт 2. Юбики тут ни при чем. И пункт 3. Pay-to-win и лутбоксов не будет. Такие посты на таком фоне выглядят максимально врущими и настораживающими. А теперь я хочу перейти к самому смешному по данному вопросу. Есть в ВКонтакте крайне быстро появившаяся, в кавычках, фан-комьюнити по Olden Era, и все думали, что ее якобы ведет случайный человек. Но мой источник говорит о том, что на самом деле ее ведет один из комьюнити-менеджеров, как он выяснил, а не случайный человек. Это было подтверждено другим моим источником из команды, который с помощью общения в предложке с фейк-аккаунта прислал информацию о том, что член команды Orange подтверждает, что уход Альфины связан с иными обстоятельствами, а также была предоставлена иная внутренняя информация, как говорится, ответ фан-комьюнити убил. Привет! Оставил пост в предложку независимой фанатской команде для публикации. Здравствуйте, а откуда такая информация? От каких именно инсайдов? Инсайды не были инсайдами, если бы я деанонимизировал имена источников. А вы сами кем являетесь? Вы из какой-то из команд? Да, конечно. Так будет публикация? Здравствуйте. Нет, не будет. Но спасибо за новость. А почему же? Ведь это тоже новость. Я думаю, комьюнити будет интересно. Смогут составить свое мнение по ситуации. Уже все свои мнения составили. Думаю, вся эта ситуация – это личное дело участников самой ситуации. Они сами разберутся с этим. Тем более нет никаких доказательств этого. Есть только пост от вас, и я даже не представляю, кто вы. Потому еще раз, эту новость я постить не буду. Вот такая вот фан-комьюнити. Но мы ведь с вами коллеги по цеху. Какие коллеги? Я даже не знаю, кто вы. Вы не говорите, кто вы, и откуда информация, тоже не говорите. Почему я должен верить этому посту, я не знаю. Да и выставлять все на показ, даже если это все правда, для чего? Чтобы люди понимали, какая атмосфера в нашей команде и могли повлиять на это. Громос просто лютый кабан. Лютый кабан, ну да. В какой вашей команде? Вы из Фроузенов? Так я выше написал, но кричать об этом на каждом углу не хочу. Могут же устроить разборки на работе, а я хочу любимой команде помочь. Митя Лапушка, и нам всем за него страшно обидно. Выше вы не писали, что вы из Фрознов, но так или иначе, я в это поверить также не могу. Потому еще разок пишу, поста не будет, и спасибо еще раз за информацию. Так вы и сказали, что вы тоже Громоса боитесь. Он начальник такой. Вы знаете, кто я, и знаете, кого я боюсь? Сурового мужчина, не зря мы его кабаном кличем. К сожалению, знаю, но я надеялся на поддержку, пусть даже с анонимного аккаунта. Я не работаю на Фроузенов, я просто админ фанатского паблика. Ну да. И начальства у меня тоже нет. Этот кабан нам весь геймдизайн заруинил. Как мы можем его после этого уважать? Я понимаю, что вы не хотите общаться, но мне нужно с кем-то поделиться. Я скоро сопьюсь. Ладно, предлагаю закончить эту дискуссию. Я вижу, что аккаунт создан, наверное, пару дней назад, верно?
Вы извините меня, но мне нужно было выговориться. Не сообщайте, пожалуйста, Громусу об этом инциденте. Христом Богом прошу. Я просто уже морально не вывожу все это дерьмо. Чьи это проделки, я не знаю, но могу догадаться. Поэтому еще раз спасибо за новость. Что как бы намекает, на самом деле, нам о том, кто такой админ фан-комьюнити. Прошу вас, только без последствий, ладно? Я просто хотел выговориться. Просто кабан меня и всю команду уже довел до ручки. Вот такие вот пироги. Судя по ответу на предложку и то, как именно общается псевдофанат, на самом деле это один из комьюнити-менеджеров игры. А также в фан-комьюнити идет жесткая предмодерация обсуждений чувствительной для Unfrozen информации. И самое интересное то, что это не просто чувствительная информация для незамерзайки, а то, что внутри команды происходит раскол по вопросу того, что команда не хотела бы прекращать сотрудничество с Orange. Но Громос считает, что это сотрудничество крайне было неэффективным, так как по внутренним метрикам аудитория Хота оставалась реальными фан-комьюнити, а сами видео от команды Orange приносила малую конверсию охвата видео на поддержку внутри комьюнити, а часть из них приводила к совершенно обратному эффекту. А мне было мега смешно смотреть Нику мистера Колбочка синяя, и его изоблюдство сменилось практически на негатив в сторону незамерзайки в одном из последних видео. С другой стороны, я тоже понимаю, что деньги не пахнут, а тут тебя оставили с голой жопой. В целом, мне не нравится стратегия маркетинга, ориентированная на максимально неестественно натужный пафос, елейное лизоблюдство и токсично-позитивное отношение во все поля от амбассадоров, как и само это понятие, которое по большей степени выглядит в глазах комьюнити как VIP-фанаты, которые получают больше информации за исключительную лояльность, которым запрещено задавать реально важные и первостепенные вопросы, на которые, как я сказал выше, ответов нет, потому что якобы для этого был подписан НДА. Хуже всего того, что, судя по информации от инсайдеров, амбассадором теперь станет бывший админ таверны меча и магии, Silent, что, как по мне, выглядит куда большей пиар-катастрофой. Я думаю так, потому что вашим амбассадором мог стать условный Вулуш или сэр Троглодит, ну или куда более приятные и более популярные личности из комьюнити. Но вы до сих пор используете медийные трупы, буквально медийные трупы, для якобы своего пиара. Это все со стороны выглядит крайне дерьмово, когда вы используете для привлечения внимания к своему проекту медийный труп, чем буквально просто даете ему медийку, а не используете его медиа как платформу для пиара самих себя. То есть буквально рекламируете интересом к своему продукту то медиа, которое не может обеспечить вам нужный охват. Такая же проблема с каналом Heroes Take Turns, где девушка родом из Германии и крайне сильным акцентом делает видосы, которые якобы никак не спонсируются ни Unfrozen, ни Ubisoft. Но зато через них вкидывается эксклюзивная информация на момент выхода этих видосов. И самое забавное, они ее приглашают на свой официальный канал для того, чтобы записать видео, хотя у них есть англоязычные комьюнити-менеджеры, которые смогли бы спокойно, без всякого дикого акцента, рассказать все то, что говорила она. А теперь по поводу плейтеста. На одном сайте под веселым Роджером мне скинули ссылку на слитый билд Olden Era. Я понимаю, что это альфа в определенной степени, но судя по последнему видосу на канале Unfrozen, это все-таки актуальный на данный момент билд. Так что основные выводы уже можно сделать сейчас. Начну с простого. Секретная сторона зовется разлом по-русски и схизм в английской версии. Главным злодеем будет некий Вильзевул, имя которого отсылка на демона повелителя мух. Отсюда, видимо, местный инферно, который больше похож на зергов из StarCraft. Да и не только сам Рой похож на зергов из StarCraft. Некоторые другие существа схожи с юнитами от Blizzard. Я знаю про разлом куда больше, чем могу рассказать, но дам вам намек на то, что это 100% не эльфы Вори, но жопы у комьюнити будут гореть и без этого, я так думаю. Геймплейны на каждые полезные и хорошие quality of life фишки есть 3 хуйни, которые делают из шага вперед 3 шага назад. Будь в команде не Громос, не конченый или Даркис, то многих моментов можно было избежать идиотически. Поэтому за серию игр мне обидно. У меня есть ощущение огромное, будто после начала разработки Громос хуй забил на игру
и пустил все на самотек, особенно в плане арт-дизайна. Я когда по очевидным моментам и вопросам начал и пару других человек притягивать его в Дискорде по данному вопросу, он слился и раздал баны. Например, вот есть удобная штука в тактическом режиме для того, чтобы без очереди передвигать юнитов. Но в итоге оно не то чтобы очень-то практически нужно, так как арена очень маленькая. Вроде убрали углы арены, а перекрывать стрелков бессмысленно все равно, так как стрелки противника будут пробивать по твоим стрелкам, даже если их закрыть. И смысл тогда? Также и с гексами. Двухгексовых юнитов нет, но они напрашиваются сами по себе. Тем более камера в бою статичная. Модельки вроде бы хорошие, но полигонаж на уровне 5 вперед. И отсутствие единства стиля портит картинку до пиздения. Так во всех аспектах. А еще наубирали тех вещей, которые были удобными. Например, ты идешь в замок, у тебя не хватает очков хода для того, чтобы дойти до замка за один ход. Ты скипаешь ход и можешь нажать Enter для того, чтобы герой шел дальше по заданному ранее траектории. Но тут такого нет. И селшейдинг. Это вообще пиздец. Они так безобразно им пользуются, что он ебет в глаза и в целом выглядит крайне противно. А в некоторых случаях вообще его будто нет. И все, что не имеет селшейдинга, выбивается из общей картинки, чем мозоль в глаза. Очень грустно с экранов городов. Статичные скайбоксы, которые по своему стилю выбиваются от самого экрана города. Детали на фоне, что одни с селшейдингом, а другие без селшейдинга, третьи вообще в виде PNG картинки палятся. И все это тупо из-за решения не давать вращать городской макет, а камера двигается за мышкой. Плюс это еще укачивает ни хреново так. А также на стриме в моем дискорде зрители заметили, что Songs of Conquest выглядит куда более целостно и лучше в своей единой пиксельной стилистике, чем этот параша в 3D, где художники хуй забили на качество своей работы. Что 2D артисты, что 3D артисты. В очередной раз можем наблюдать, как Ubisoft пытается накормить нас дерьмом, и при этом зачем-то Громос берет всю ответственность на себя за идиотические поступки, утверждая, что все делается на их деньги и на их энтузиазме, а Юби только дали добро на разработку. Если это так, то для команды у меня вообще совершенно плохие новости. И эти новости о компетентности вашего лидера. Жаль в очередной раз видеть, как уже закопанный труп серии пытаются возродить так неумело и так малокомпетентно, особенно с учетом анонсированной игрой с NFT. Ждем, когда нам покажут последнюю сторону конфликта, он же разлом, он же схизм в английской версии. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Пока.